Раз. И начинаем, как обычно, с проверки. Как оно все работает. Бденет, Н. Привет, ВК. Привет в К2. Привет, Бусти. Так, все везде работает. Поэтому, если вдруг кому-то что-то захотелось сказать, пожелать, возразить, пишем просто сообщение под видео, и все. И оно попадет на экран, и, может быть, я его прочитаю. А может быть и нет. Теперь потихоньку переходим к новостям. Вот наверху убегает сейчас цветная фраза, вот появилась. Что она обозначает? Что вы можете позвонить прямо в стрим, набрав этот номер телефона, звонить через WhatsApp, Viber, Телегу, как вам больше понравится. Работает только во время стрима. Во все остальное время можете, конечно, попробовать позвонить, но у вас вряд ли что получится. Но если вдруг захотелось что-то сказать, так сказать, в прямом эфире, то запросто, как говорится. По поводу неполадок с прошлым стримом. 2 стрима подряд вылетает и вылетает на одном и том же месте. Посмотрел, проверил и выяснил интересную ерунду. Если OBS не работает, ну, в смысле, стрим не идет, то все видеоролики прокручиваются нормально. Но если включить стрим, то как только заканчивается ролик с фильмом, который мы пытались, сериалом, вернее, обсудить, то сразу же происходит зависание, вылет и все такое прочее. Поэтому как-то оно вот так. Первый раз списал все на обновление OBS. Ну, перед прошлым стримом обновлений вроде как бы не было, но вылетел все равно в конце того же самого ролика. Потом потестировал маленько, сделал еще один стрим, правда с доступом только по ссылке, чтобы никого не мешать, никому не вредить, не отвлекать. И получилось именно то, что получилось. С чем это связано, не знаю. Другие видеоролики, ну, взять ту же самую заставку. Ровно точно такой же видеоролик, но почему-то как-то нет. Ну да ладно. Ну и теперь, как донаты делать, вы знаете, везде есть ссылка. На Бусти их там штук 25. Под постом, сбоку в целях, в описании. На всех остальных сервисах просто под видео. Задаете вопрос просто
просто так. Может отвечу, может нет. Задаете вопрос в донате. Успеваю, отвечаю в стриме. Не успеваю, вопрос автоматом переносится в следующий стрим. Как-то так. А теперь плавно переходим к вопросу. Первый вопрос. Даже не знаю, почему он стал первым. Федеральная налоговая служба станет регулятором криптовалют. Скорее всего, станет. По той простой причине, что сейчас Федеральная налоговая служба регулятор зарубежных счетов. Зарубежные счета — это примерно то же самое, что и криптовалюта для работников ФНС. А с другой стороны, какая разница, кто будет регулятором? Вот если честно. Пусть будет ФНС. Лишний повод просто-напросто забыть о том, что, как многие депутаты пиарились, о том, что всю эту крипту заблокируют, запретят и все остальное прочее тому похоже. У меня есть один знакомый, в соседнем городке живет, точнее в областном центре. Он начал зарабатывать на крипте, лет, наверное, чуть больше 5. Начал с компьютера, то есть дома майнил. Потом потихоньку, полегоньку сделал биржу обмена. Потом такую же биржу в Сингапуре. Потом аренда площадей для майнинга и обмена тоже где-то там в Азии. И вот самое интересное, когда он рассказывал про жилплощадь в его городе. То есть денег немерено. Просто так куда-то девать, выкладывать, обменивать. Это, говорит, после второго-третьего раза сначала карту заблокировали, потом пришлось долго собирать бумажки, объяснять, доказывать работникам Сберкассы то, что это не обман, не мошенничество, не воровство. Просто так зарабатываются деньги. И все. Но, говорит, 50-летняя бабушка сделала вид, что поверила. Все разблокировала. Но на всякий случай начал покупать однокомнатные квартиры в только что построенных домах. Делал в этих квартирах ремонт в прихожей. То есть заходишь, открываешь из подъезда дверь в квартиру и вроде как бы квартира отремонтировала. Закрываешь дверь, проходишь в комнату, а там бетонный пол, бетонный потолок, 2 провода из потолка для лампочки, ни розеток, ничего. По той простой причине, что все это не надо. Когда работали всякие букинги и прочие сервисы сдачи, делал кучу объявлений, сам у себя арендовал квартиру и потом отчитывался в налоговой. Вот смотрите, вот так заработал, вот налоги, все как положено. Ну а если все это
разблокируют, то придется продавать все эти квартиры. И будет уже работать по-другому. А может и не будет. Посмотрим. Следующая новость. Взрыв урана на Украине. И какой комментарий вы хотите услышать к этой новости? Где-то на Украине вооруженные силы России разбомбили склад. Потом появились фотографии, что этот склад какие-то роботы разбирают. Потом появились объявления о том, что смотрите, нужно срочно закупить много-много зеленых грецких орехов. Потому что это еще с Чернобыля проверенная методика, как выводить из себя радионуклиды. Фотографии аптек с большими буквами, йода нет. И куча распиаренной шумихи. С одной стороны, ура, патриот нам рассказывают про то, что там были английские ракеты, объединенные ураном, и теперь все это разлетелось. И все это нюхают, вдыхают, и скоро будут хохлы-мутанты. Ну и противоположная этой категории, но точно такая же по своей структуре. Организация начала рассказывать, что вот смотрите, да, мы сделали патрули с дозиметрами. Ходим, меряем, радиация везде в норме. Все нормально. Как на самом деле, не знаю, неинтересно. Совсем. Что хотели, то получили. Как? Под номером 3 у нас идет депутат Государственной Думы, бывший генерал-лейтенант Виктор Соболев, который вопрос, который против Вагнера, но который заявил следующее, что кто такие Вагнер, он не знает, это вообще все незаконно, всех посадить, всех расстрелять и так прочее. В принципе, комментировать депутата Госдумы смысла не имеет. По этому поводу сказал, в принципе, сам Пригожин. По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать, а те, кто идут в ЧВК «Вагнер», тех надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить, так говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Хочется сказать человеку, который подает слово генерал Соболеву: бзила картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен. Болтун безмозглый. Если честно, мне непонятна одна маленькая ситуация. Почему всех этих персонажей называют генералом? Да, он был генералом, сейчас он генерал-запас. Во времена чеченской кампании проявлял себя в штабе где-то там, говорят, с положительной стороны. Но на данный момент это всего лишь пенсионер, депутат Государственной Думы. Хочется напомнить, что в сентябре будут выборы в Государственную Думу. И чем чаще подобные персонажи будут появляться в газетах, в телегах, в телевизоре, то тем больше возможность попасть еще на один срок на зарплату чуть меньше полляма в месяц. Если мне не изменяет память, то данный
генерал уже где-то в начале года требовал, чтобы все военные были побриты. Дослужился до генерал-лейтенанта и не знает, что в уставе написано, что любой военный может носить бороду, усы. Единственное ограничение, чтобы это противогазу не мешало, и все. Обычный просто-напросто пиар-акция. Вот буквально за 5 минут до начала стрима попалось видео с самим депутатом. К нему пристают где-то в коридоре. Прокомментируйте свою ситуацию с Вагнером. Кто такие, я их не знаю. Они наемники, я с ними не общаюсь. Все. И убежал. Если он такой хороший законодатель, почему бы ему не придумать какой-нибудь закон, который всех этих самых наемников подведет под статью Уголовного кодекса, и всех можно будет посадить, если закон, конечно, пройдет, в чем я сильно сомневаюсь. Ну, скорее всего, одно дело просто попиариться перед выборами, а другое дело что-то сделать на практике. А тут уже одной генеральской башки будет мало. Как-то оно вот так. Следующий у нас идет грызня у военкор и у воен-петушни. Если честно, вот эта история совсем уже надоела, неинтересно. Ну хорошо, один прикололся, все остальные повелись. Ну и повелись, и повелись. С кем не бывает. Просто показали то, что все эти военкоры сидят далеко от мест, где стреляют. И главное для них обычный пиар, чтобы получить еще пару-тройку тысяч подписчиков и еще побольше продать трусов и финок ЛГБТ. Хотя нет, сейчас у них уже новая фича. Набирает в группу людей, у которых больше года есть карточки Тинькова и Сбера, чтобы научить читать мелкие буквы в договоре и получать выплаты от этих банков. Большие-большие выплаты. Ну что тут можно сказать? Есть люди, которые работают, а есть люди, которые работают по-другому. На данный момент времени выгодно быть военкором. Вот они все военкоры. Закончится Украина, начнется борьба с коррупцией, борьба за экологию, борьба еще за что-нибудь. И они приобретут новый статус какого-нибудь специалиста в другой сфере деятельности. И все. И обсуждать это столько времени, если честно, неохота. В телеге сделал папочки и всех неблагонадежных закинул туда. А тех, которые либо на самом деле там, либо на самом деле какие-то эксперты, в другой папочке. И самое интересное, выяснилось то, что когда вот эти самые типа настоящие военные корреспонденты пишут по 100, 200, 300, 400 постов в день, у других
которые не кричат, что они военные корреспонденты, но на самом деле вроде как бы находятся там, выходят, ну, в лучшем случае 2-3 поста в день, а чаще всего один. Отсюда делаем выводы. И буквально сегодня скинули ролик ЦРУ для вербовки жителей РФ. Оказывается, в телеге появился канал, который сделал ЦРУ специально для того, чтобы вербовать себе новых агентов. Собственно, сам видеоролик. Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Почему жизни одних людей ценится больше, чем жизни других? И кто это решает? Быть героем — это значит выстоять. Но выстоять — это ведь не значит терпеть напрасно. Лучший способ удержать заключенного от побега — сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой мы говорим шепотом. Я не верю в эволюцию. Истинная жизнь происходит там, где совершаются незаметные изменения в душах людей. Незаметные для моей страны, но не для меня. Я буду жить истинной жизнью. Это моя Россия. Это всегда будет моя Россия. Я выстою. Моя семья выстоит. Мы будем жить достойно, благодаря моим действиям. Как захотелось родину продать. Вот если честно, если в этом видеоролике убрать в конце логотип ЦРУ, заменить в смартфоне страницу, которую он открыл там с надписью «Коммунистическая партия России», «Единая Россия», «Справедливая Россия», то этот видеоролик вполне сойдет за какой-нибудь предвыборный. Но чтобы кто-нибудь посмотрел этот ролик и решил стать каким-нибудь внештатным сотрудником Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, если честно, лет 30-40 назад такая ерунда бы прокатила. Но тогда еще телегу не придумали. А сейчас распил бабла. Смотрите, мы сняли хороший видеоролик. Его показали кучу персонажей на куче разных страниц, в той телеге, на сайтах. И они сделали это совершенно бесплатно. Поэтому, смотрите, мы работаем. Теперь скоро в Центральное разведывательное управление выстроится огроменная очередь из желающих. Как-то оно так. Тем временем прошло всего 25 минут, а стрим уже закончен. В киносериальной части ничего нету, потому что
рассказывать, что Гриффины хороший мультфильм, я не буду. Все и так знают, что Гриффины хороший мультфильм. А на данный момент я смотрю Гриффин. Распаковка. Распаковку еще, наверное, где-то с месяца не будет, а вот с середины июня начнется. На днях, как на днях, пару-тройку недель назад вышел на связь один китайский товарищ, который предложил: смотри, вот список товаров, выбери, что тебе нужно, мы тебе это пришлем за символические 1 цент. Ну а ты что-нибудь там расскажешь, какой это хороший товар. Ладно, посмотрел. Из всего, что можно было выбрать, выбрал обычный кабель для зарядки телефона. С той лишь разницей, что с одной стороны USB, с другой стороны Lightning, USB-C и micro-USB. То есть это позволит мне убрать 3 провода с компьютера и вместо них вставить один. Один будет машинку для стрижки заряжать, другой наушники, третий телефон. Причем кабелек достаточно дорогой. Ну как, сам кабель стоит 1500. Там 1300 с чем-то. Мы договорились за, по-моему, 79 копеек. Нормально. Ну, понимаешь, товарищ, вот надо сделать что-нибудь еще. Давай мы тебе пришлем часы. Хорошо, какие? Спортивные. Хорошо, спортивные. Какие спортивные? Есть там картинка, ссылочка. Вот смотри, есть такие, есть такие. Остановились на часах. Одни копии Монтаны в пластиковом корпусе, другие, не знаю, как они называются. Я называю это подделка подделки. Часы Xiaomi. Недавно у них 8-я версия вышла, а это новая 6-я версия. Не Xiaomi, совсем другая контора, с другими приложениями работает, но по форме то же самое. Функции те же самые. Часы, давление, кислород в крови, пульс и время. Ну и при подключении к телефону, соответственно, уведомления о звонках и о входящих смс-ках, вичатах и прочих мессенджерах. Потом часы в пластиковом корпусе исчезли, вместо них появился фонарик. Потом добавилась Панама, обычная. Панама хорошо хоть без пришитых ушек и без лютиков-цветочков. Я уже и не скажу, что у нас там есть. Ремень. 1 штука. Причем не простой ремень, а тактический. Хлястики 2 штуки для ремня. Панама есть, кабель есть, наушники есть, обычные затычки, подделка подделки Lightning, часы подделка Xiaomi и что у нас там еще? Что-то есть еще, про что я забыл сказать. А, еще обычные очки. Сегодня буквально звонок. Все, посылки все собрали, отправляем. Вам солнечнозащитные очки какого цвета нужны? Черный или коричневый? Давайте, говорю, коричневый. Хорошо, а диоптрии у вас какие? Такие. Расстояние между зрачками какое? Такое. Отлично, мы вам отправляем оранжевые очки с черными стеклами. Ну, очки есть, ремень сказал, фонарик, 2 хлястика для ремня,
часы, наушники, панамка и кабель. Ну, Алик говорит то, что доставит самый первый 18-го, самый последний 29 июня, то есть через месяц. И что? Подождем, посмотрим. Если доставит, будем делать обзоры. Ну а пока, всем пока. Переходим по ссылке, оставляем донаты, комментируем. И все ваши комментарии и прочие, отправленные с донатом, войдут в следующий стрим, который будет у нас на следующей неделе. Как-то новый. Все. Всем пока. И увидимся на следующей неделе.